Привет, друзья! Сегодня будет совсем простой проект. Я покажу, как сделал вот такую красивую и удобную салфетницу и по совместительству органайзер для зубочисток и солонок с солью и перцем. Начал я, как всегда, с замеров. До этого у меня салфетки лежали в коробке, в которой они продавались. Она изначально не отличалась особой красотой, да и со временем приобрела совсем непрезентабельный вид. Захотелось сделать что-то, чтобы все было компактно и занимало минимум места. В интернете заказал вот такой набор баночек для специй. Всего за 300 рублей. Корпус из стекла, крышки пластиковые с металлическим декоративным колпачком. Можно поворачивать и выбирать один из 4 типов отверстий. Дальше запилил вот такую модель в скетчапе. Все размеры учел с небольшим запасом, чтобы были зазоры. Теперь можно запилить все детали согласно размерам модели. Для изготовления выбрал 9-мм фанеру. Сначала отпиливаю крупные детали с помощью параллельного упора. Для более мелких буду использовать самодельную каретку для пилы. Отпиливаю мелкие детали и подгоняю все крупные в размер. Всего несколько минут и все детали готовы. Перед склейкой их надо хорошо зашлифовать. Использую для этого орбитальную шлифмашинку. Склеивать детали буду с помощью столярного ПВА. Наношу клей. Равномерно распределяю кистью, размещаю на своем месте и притягиваю струбцинами. Лишний клей необходимо удалить сразу, иначе на это место не ляжет ни одно декоративное покрытие. Приклеиваю за раз по 2 детали, так как количество струбцин ограничено и монтировать их больше 4 за раз крайне неудобно. Выжидаю пару часов, и струбцины можно снимать и приклеивать следующую пару деталей. Чтобы не ошибиться и правильно разместить расположение перегородки отсека для зубочисток, устанавливаю обе солонки на свое место, прижимаю к ним перегородку и отмечаю, а следом уже приклеиваю ее по разметке. Но каково же было мое удивление, когда после высыхания клея я обнаружил, что эта перегородка буквально на 1 мм длиннее крайних, и боковая стенка не встает на свое место. Нужно было как-то решать эту проблему, и я решил прогнать все 3 стенки через пильный диск, предварительно настроив его и параллельный упор станка по ширине и высоте. Теперь совсем другое дело. Стенка плотно прилегает, и можно ее приклеивать. После полного высыхания клея имеем вот такой результат. Перед покраской финальная шлифовка. Сначала буду покрывать морилкой на водной основе цвета дуб, которую я часто использую в своих проектах. Наношу морилку при помощи простой губки. Труднодоступные участки покрываю кистью. После полного высыхания зашлифовываю мелкой наждачкой. В качестве декоративного покрытия вначале я решил использовать быстросохнущий лак Цапон, но результат его применения меня не удовлетворил. Поверхность получилась шершавой и невыразительной, и я решил применить старый метод. Прямо поверх высохшего лака покрою салфетницу льняным маслом.
Использую масло для разбавления масляных красок. Наношу масло и располировываю самой мелкой наждачкой. Масло впитывается довольно быстро, и поверхность становится невероятно гладкой. Уже через сутки масло полностью высохло, и можно использовать салфетницу по назначению. Наполняю ее содержимым. Смотрится классно, пользоваться удобно, я доволен. Еще можно было поэкспериментировать с цветами. Например, внутри оставить текстуру дерева, а снаружи закатать белой краской. Вариантов куча, но я оставлю пока так. А у меня на сегодня все. Я благодарю вас за просмотр и увидимся в следующих видео.